Здравствуйте. Сейчас я попробую сделать прогноз на финал Кубка Стэнли 2023 года. Флорида против Вегас. Матч будет уже послезавтра, воскресенье рано утром по московскому времени. Вот карта матча. Здесь установлена система равнодомных домов от асцендента, которые я использую в прогнозах, ну именно в прогнозах спортивных игр. Потому что в этом случае зона противника в седьмом доме и зона, так сказать, домашней команды, они равноценны, в равных условиях находятся. Да, асцендент отдавать можно разным командам, согласно разным философским тенденциям. Фаворит в этом матче, кстати говоря, Вегас. Я посмотрел котировки букмекеров сейчас. Ну вот в финской букмекерской конторе 2,18 коэффициент на победу команды Вегас и 2,74 на победу Флориды. Это котировка на первый матч. Но тем не менее. Фаворит у нас Вегас, и согласно некоторым системам прогноза, именно этой команде нужно отдавать асцендент. Но я отдаю смело и уверенно асцендент команде из Флориды. Таким образом, я рассматриваю эту карту с асцендентом в Стрельце, управителем ее Юпитером, и это команда Флориды. Что мы здесь наблюдаем? Мы видим, что Юпитер находится в пятом доме, удачный для игры дом, разумеется, в соединении с восходящим узлом. Это соединение можно трактовать двояко. С одной стороны, это благоприятный лунный узел, с другой стороны, может указывать на какой-то повышенный ажиотаж. И такие, как в индийской астрологии говорят, повреждение ума от такого соединения Раху. Слишком такой фанатизм может стать причиной каких-то проблем. Соединений со звездами вот, ключевых планет я не наблюдаю. Меркурий у меня управляет командой Вегас. Находится в шестом доме. Дом не очень удачный. Получается, что команда находится в стесненных ситуациях, когда, например, команду могут преследовать травмы и оказывать вот существенное влияние на игру. Шестой дом у нас связан в том числе со здоровьем. И соединение Меркурия с Ураном показывает на резкий поворот событий не в пользу Вегаса. Далее. То есть вот по этой карте я отдаю предпочтение Юпитеру. Если считать более детально силы планет, вот у меня тут этот же матч в программе Z показан Юпитер суммарно плюс 11, а Меркурий у нас суммарно плюс 2. Но это такая примерная прикидка, чтобы иметь представление. Здесь афетика по Лили рассчитывается. Здесь тоже, как мы видим, есть некоторое преимущество Юпитера. И еще я хочу обязательно вам показать и открыть одну карту. Это гороскоп новолуния, которое было 19 мая 2023 года. Совсем недавно. И вот серия матчей за Кубок Стэнли практически полностью попадает
внутрь этого лунного месяца. Но об этом я чуть-чуть позже еще добавлю. Так, вот я выхожу на карту Северной Америки. Вот она, и здесь мы видим команда из Вегаса, из Лас-Вегаса. Вот здесь домашняя арена. И мы видим, что проекция Венеры проходит очень близко, возле Лас-Вегаса, задевает ее. Это благоприятная проекция, конечно. Рядом есть и проекция Нептуна, который в этом месяце выглядит неплохо, но, тем не менее, Нептун – это планета, которая может создавать некоторые иллюзии. Для спорта это не очень хорошо. Вторая команда из Флориды, Флорида Пантерс. Здесь мы видим проекцию Юпитера, который идет на полуостров Флориду. Половину, в общем-то, задевает стопроцентно. Столица Майами тоже, можно сказать, частично будет испытывать влияние Юпитера, но более сильное влияние, конечно, от Меркурия на вершине гороскопа. Он идет прямо-таки точно через Майами. И поскольку Меркурий в гороскопе расположен рядом с Юпитером, я вот сейчас покажу эту ситуацию, там между ними примерно 6 градусов, 5-6 градусов. Ну, в общем-то, они касаются орбами, поэтому Меркурий имеет такой юпитерианский оттенок, и я его все-таки засчитываю как положительный момент для команды Флориды. Да, и здесь мы можем обратить внимание, в гороскопе матча у нас Юпитер символизировал Флориду, а здесь Юпитер проходит рядом и задевает, в общем-то, полуостров Флорида. То есть некоторое знамение, некоторое такое указание любопытное совпало. Да, этого достаточно, чтобы сказать, что у Флориды шансов все-таки побольше. Но тут есть один нюанс, о котором нужно сейчас сказать. Дело в том, что если серия продлится 5-6 матчей, как я вот думаю, потому что все-таки Юпитер в гороскопе заметно сильнее Меркурия, если им хватит 5-6 матчей, то Флорида выиграет. Но если будет 7-й матч, а он, я посмотрел по календарю, 20 июня, то этот 7-й матч произойдет уже в следующем лунном месяце. И у Флориды уже не будет поддержки от Юпитера, от Меркурия. И хуже того, через Флориду... Сейчас я не могу этот гороскоп вывести, по памяти говорю, через Майами в новолунии, которое будет 18 июня, будет проходить Сатурн. Таким образом, я могу сказать, что если Флорида допустит ситуацию 7-го матча и не сможет дожать Вегас в 5-6, 6-й матч, кстати, будет 17 июня, тогда Флорида может проиграть. В 7-м матче ее шансы резко снижаются. Я бы сказал так. У Флориды 80% выиграть эту серию в 5-6 матче, и 40%, и 60% у Вегаса, что он выиграет в 7-м, если сможет затянуть серию. Вот такой мой прогноз. Я вам желаю всего хорошего. Будем вместе смотреть. Все-таки Кубок Стэнли – это более высокий уровень, чем тот чемпионат мира, который не является полноценным чемпионатом мира, который был недавно в Латвии и Финляндии. Всего хорошего, до свидания.